Казалось, это был отблеск древнего, как сам мир, ужаса, того ужаса, который под спудом наследственной памяти, восходящий к изначальным временам, когда страх был непременным спутником жизни человека, таится в каждом из нас. Роберт Говард, «Черепа среди звезд». Кентон склонился ниже, аромат стал сильнее, его спирали цеплялись, как десятки щупалец, как маленькие пальцы, тоскующие, просящие, умоляющие об освобождении. Абрахам мерит корабль Иштар на заросшей бурьяном кладке из ракушечника и старого цементного раствора. С преобладанием песка лежал человек. Он лежал в костюме для похода в сыром дождливом лесу с болотами, резиновые высокие сапоги, непромокаемый плащ-дождевик с капюшоном и штаны с кучей карманов. Лежа лицом вниз, он не дышал и не двигался, и дождь хлесткими ударами холодных капель по дождевику запел по нему долгую отходную молитву. Вскоре на это место, когда дождь поутих, прилетели 3 черных ворона, могучие хищники с кривыми темными клювами и бездонными, как сама тьма, глазами, придирчиво осматривали новый обед. Так как старые заржавленные ворота были человеком закрыты, то собаки не скоро бы добрались сюда, так что у птиц было время. Клювы поначалу не пробивали прорезиненный материал, но один из них, что постарше, нашел край капюшона, и лысая голова с окровавленным ртом обдиралась до мяса, а вскоре до кости. Лицо от этого пиршества повернулось на бок с левой стороны. Щеки и глаза с носом тоже исчезли в прожорливых вороньих глотках. Они не разбирались в человеческой мимике, так что триумфальный блеск в глазах перед их выклевыванием и перекошенное от ненависти уже мертвое небритое лицо не могло им ничего сказать, точнее предупредить о том, что их может ждать то же самое. И предупреждение было кстати. Вдруг раздались выстрелы, и 2 пернатых могильщика отправились за своей невольной жертвой, 3-й успел спастись. Вскоре, открыв ржавую калитку ударом приклада АК-47, вошли 3. Одетые, как погибшие, они тоже были небритыми и немедленно принялись обыскивать труп, перевернув его и обнажив пулевую рану в правом легком. Она-то и стала причиной смерти. Старший из бандитов убил своего подельника, когда тот достал из склепа то, что вся банда искала полгода. Проводник был убит днем раньше, благо очередной город-призрак и дикая живность легко заботились о легкой пропаже улик. «Осторожно, Копач!» — хрипло произнес один из бандитов, поправив капюшон и заранее приготовив пистолет прямо в кармане плаща. Он мог перед смертью прилечь на минуту. Уберем труп, потеряем и товар, и сами подорвемся. Заткнись, пасть псина, живо переворачивай, а то ляжешь тут с этой падалью, рявкнул старшой, направив АК-47 на обоих товарищей. Он мог перед смертью прилечь на мину. Уберем труп, потеряем и товар, и сами подорвемся. Заткнись, пасть псина, живо переворачивай, а то ляжешь тут с этой падалью, рявкнул старшой, направив АК-47 на обоих товарищей. Чё сосальщики разинули? Живо обыскали это говно.
Он договорил не совсем до конца, во лбу сидевшего не раз наемника над левым безумно выпученным глазом образовалась аккуратная ровненькая дырка размером с поперечник простого карандаша, но сзади на ракушечные грубые плитки со смяканием упали куски кость с волосами и липкими ошметьями кровавого мозга. Спереди из маленькой пробоины потекла небольшая струйка крови, а сзади она же полилась фонтаном из пробитых, разорванных пулевым попаданием мозговых артерий. Когда старшой рухнул на поломанные вчерашним ветром кусты шиповника, вслед за ним пал и Копач. Следопыт дал своим бандитам прожить ровно столько, чтобы отбиваться от всякого отребья, но теперь они свидетели, лишние рты. Еще и старшой рот открыл. Мораль басни: никогда не притесняй других и не угрожай, если не готов исполнить угрозу немедленно, думал он. Перевернутый труп не таил мину или чего-то такого, так что можно было обыскать его и местность в округе. Конечно, надо было на случай ловушки для преследователей в качестве посмертного подарка остерегаться всего слишком подозрительно, но его не оказалось. Поиск быстро привел к правильным результатам. А за кустом стоял маленький черный короб размером в портсигар. Шифр на простеньком замке дался до комедии легко. Содержимым оказались палочки типа черных сигарет с ярко-красными тусклыми огоньками и красными еле заметными надписями на какой-то тарабарщине вроде арабской вязи. Или иероглифы, что это такое? Следопыт был сапером, военным разведчиком, техником и специалистом в ядах и болячках, но не особо лингвистом. Тут явно не язык, а известно ему или кому-то из его знакомых. Что это за сигареты с огоньками, не бомбы ли? Оказалось, нет, всякие взятые в руки одной сигареты ни к чему не привело. На ощупь металл, но непонятный, какой-то шероховатый и быстро нагревшийся в руках до температуры тела. И не более того, обнаружилось, что торец сигареты в другой стороне от огонька имел что-то типа мини-кнопки, но нажимать ее не хотелось. Что-то исходило от сигарет, словно предупреждение пользоваться лишь при необходимости. Только как пользоваться, что это такое? Не ожидая от себя такого, следопыт нажал кнопку, и нет, не взрыв. Огонек погас, и из куска камня перед человеком появилась какая-то конструкция неизвестного типа. Словно сделанный из решетки, сундук 1,2 метра содержал в себе несколько больших цилиндров с направленными с тонкого конца вперед длинными играми с круглыми расширениями по всей длине. Очевидно, что это было оружие, причем для треноги или чего-то в этом духе. Так, вот почему этот козел столько дал денег для поиска этих штук, это технология. А если нажать кнопку на сигаретке еще раз, нажал, и ящик с оружием исчез в никуда, с гулом на грани слышимости, растворился прямо в воздухе. Интересно, сколько так раз можно сделать? Груз, доставка без грузовика. Не надо брать ничего с собой, можно из камня сделать все, что угодно. И прямо на месте. За это Нобелевская премия обеспечена. Надо только понять принцип работы и спастись от богатых мафиози от науки, чтобы не грабанули и не присвоили открытие себе. Что в прочих сигаретах следопыт не гадал, взял весь короб себе и пошел из леса к ребятам разбираться в технологии. Технология склада возможной реальности попала в руки носителей нового народа. Необходимо научиться ей пользоваться,
Условие: нельзя вмешиваться в исследования, чтобы нивелиры не были обнаружены. Охрана носителя исключена. Будет заметно влияние нивелиров. Есть только один вариант. Они голодны на знаний, это облегчает задачу. Надо накормить их немного, чтобы они стали еще более голодными. Подсказки могут быть приняты из-за влияния нивелиров. Вброс информации исключен. Опасность открытия опасных для цивилизации видов оружия и самоуничтожение всей цивилизации. Этот вариант приемлем для нивелиров тоже. Режим ожидания.